Привет, обожатели города Нью-Йорк! Мы сейчас с Ксенией находимся в Центральном парке, и я бы хотела вам ее представить. Это красивая девушка, приехала к нам из Барселоны, а вообще она из Владивостока города, правильно? Правильно. А Ксения у нас победительница многих конкурсов красоты, она у нас модель, ну и вообще просто красавица. У нас есть одна вещь, которую мы бы хотели с вами поделиться. Общая есть у нас с тобой. Возможно, вы догадаетесь, Ксения у нас фамилия Ксения Сапино, и моя фамилия Ольга Рохас. Это наводит нас на такую мысль, что мы, Ксения, кто мы с тобой? Товарищи по счастью. Да, теперь мы с Ксенией товарищи по счастью, потому что наши мужья из Латинской Америки. И сегодня мы бы хотели... Как звучит? Мы хотели бы обсудить некоторые вещи. Вот мы тут на Медне встретились, написали свой блокнотик. Все записано, все под запись. Записали некоторые различия, которые мы хотели предупредить, чтобы вы знали. Есть определенные особенности. Да, которые на самом деле было бы полезно знать. Ну и первое, наверное, что хотелось бы отметить, и вообще, что, наверное, многие уже слышали, это как люди из Латинской Америки всегда везде опаздывают, как они все откладывают на последний момент. Любимое слово у них «маняна». «Маняна», что означает «да потом». Потом, завтра, когда-нибудь, но часто это не совсем завтра. На самом деле, это можно сказать, что «маняна» — это никогда, практически. И если ваш любимый сказал, что он вышел на минут 30, это совершенно не стоит отсчитывать 30 минут на самом деле. Да, это на самом деле можно умножать там еще на 5, да, то есть примерно цифр. там, да, на много цифр можно умножать, потому что... Чувства времени нет. Да, у них какое-то свое видение времени, свое чувство времени. Второе, о чем нам бы хотелось отметить, это, знаете, такой смешной очень сильно пункт. Это называется 1000 примус. По-испански примус – это двоюродные братья и сестры. Определенно в Латинской Америке у них семья очень большая. И обычно там, многодетные семьи. Это важно. И это очень важно. То есть семья, ценности семьи у них очень высокая. И они очень, так скажем, гостеприимные. Мы в этом плане очень схожи. Но в России, я думаю, что мы не имеем возможности... мало кто из многодетных семей, конечно, они есть, но не настолько, как в Латинской Америке. И вот эти вот 1000 примус, 1000 тиос, куда бы вы ни поехали, в любой, наверное, город мира, у тебя там точно какая-нибудь тия или... Они вас обязательно пригласят в свой дом, и они к вам в дом все приедут, не переживайте. Да, так что будет вам весело. Латиноамериканская семья, они еще отличаются такой драмой. Очень крепко держатся, они постоянно на телефоне. Нужно обсудить все. Вне зависимости от пола, неважно, мужчина ты, женщина, они любят обсуждать всех, кто там в чем пришел, как кто. Поэтому все сплетники вообще мира отдыхают, когда собирается латиноамериканская семейка. Будьте готовы к тому, что вам придется встречаться со всей семьей. Да. Не только с одним человеком. Следующее. От семьи мы отходим к такому интересному пункту, который называется танцы. Латиноамериканская музыка и вообще танцы. Большое отличие, как можно увидеть, придя в ночной клуб любой, можно запросто определить, мужчина он из России или стран СНГ, или он из Латинской Америки. Большая разница. Как привыкли мы, наши мужчины стоят вдоль бара, они никогда не танцуют, они больше там выпить, постоять, посмотреть на людей. А латинские мужчины во всем участвуют сами. Да, это однозначно. Они очень зажигательно танцуют, пластика, я думаю, у них в крови. А раньше, когда я жила в России, я думала, что я достаточно хорошо танцую, чувство ритма у меня хорошо развито. Ничего подобного. Да, и когда ты начинаешь встречаться с латиноамериканским мужчиной, идешь с ним в ночной клуб, или вообще просто любую вечеринку, ты просто в шоке. Я начинаю думать, наверное, надо взять пару курсов, потому что я не совсем стала в себе уверена в плане танца. И сальсу. И танго, разную бачату. Да, танго это у вас, кстати, у Ксюши муж из Аргентины, у меня, кто не знал, из Перу. Поэтому у них там танго, у нас много сальсы в Перу. Также всем она, наверное, известна бачата, меренге, реггетон. Кислых лиц не выносят. Вообще, абсолютно.
готовы будьте, что он будет первым, кто пойдет плясать. Да, кстати, мы когда приходил в Россию, а у тебя прилетал в Россию? Да. Да? Мы ходили в клуб, и, пожалуй, мой латинос танцевал единственный. Все на нас так смотрели. Такая же история. А он так зажигал, да? Скажи, это прям смешно. Смотрите, сразу видно, что мужчина не оттуда. Хотя я уверена, что в России тоже есть парни, Очень которые заметно. танцуют. Но Да, просто мы не такая хотим общая, сказать, да. что никто, но картина Да. в клубе возникает такая вот. в Да, что российском. мальчики стоят, да. Суровое лицо, Да, суровое лицо и... а наши отжигают. И 4-м пунктом мы хотели бы, наверное, отметить отношение латинских мужчин к себе, к своей внешности, к своей фигуре, к своей личности, в общем. Они действительно следят. Это всегда спортзал, каждый день. Это здоровое питание. Всякие соки, смузи, пожалуйста, мне сделай. Ужин, что у нас в рационе, это все тщательно следится, обсуждается. То есть он сходит в парикмахерскую, все это очень абсолютно следит за собой, за своим здоровьем, переживает. Еще тут же про поводу внешности хотелось бы сказать, как латиноамериканские мужчины смотрят на женщин. Это совсем на самом деле другой взгляд, потому что когда я была в России, я однозначно помню, что я никогда не комплексовала, потому что я там толстая, никогда толстой не была, но как бы сильная и худой никогда не была вроде бы. У меня всегда было немножко такое ощущение, как будто бы я немножко не вписывалась в формат. И у нас, посмотрите, вот на Ксению такая худенькая модель, конечно, ну ей по профессии надо быть такой худенькой. Но вообще, когда я встретила своего мужа, это было потрясающе, потому что он о моей фигуре твердил каждый мне, я не знаю, вначале, наверное, каждый день он мне говорил: боже, какие у тебя ноги. Боже, как это важно. Какая у тебя то-то, какая у тебя сё-то. То есть для него так важно было, чтобы у девушки было, как бы вот, вы знаете, ну вы поняли, да, про что мы говорим, что мы имеем в виду. То есть латиноамериканские мужчины в целом худеньких девушек, а вот Ксюша, несмотря на то, что она как бы худенькая, но все равно с формами у нее все хорошо. Вот, поэтому... Потому что латиноамериканские мужчины, они очень часто на худых девушек, вот мой муж говорит, что они воспринимают их как мужчины. А еще один такой пункт интересный. Я вот тут тоже немножко осветилась, Ксюша, что у нас вообще блондинка. Латиноамериканские мужчины, они предпочитают девочек, вот знаете, таких... светленьких. Но я бы сказала не блондинок, а таких русоволосых. Платиновых, какой-то общий тон, светленький. Если у ваших еще девушек светлые глаза, о боже, они, мне кажется, все просто в каком-то экстазе от светлых глаз. И они мечтают. Вот у нас в семье практически все вот наши перуанцы примасы, все приму, женаты на блондинках. Я самая, наверное, темненькая. У вас как? Да, я по друзьям мужа тоже такое замечала, что да, жены у них эффектные. Следующее, что бы хотелось также отметить, это разговоры по душам. И в этом плане, на самом деле, латиноамериканцы очень сильно похожи с нашими русскими людьми, с нашими русскими парнями. Они очень любят, вот знаете, вот просто так вот сесть и поговорить о жизни. Да, вот что-нибудь о таком вот, о высоком, как ты себя чувствуешь. Мне кажется, вопрос, как ты себя чувствуешь, мне никто в жизни столько раз не задает, как мой муж. Он постоянно: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo sientes? ¿Cómo estás? То есть это постоянно: как ты себя чувствуешь? Как ты? Для них вот эти вот душевные разговоры имеют большую роль. Как и для нас. Да, в принципе, как и для русского человека, мы любим вот эти вот, знаете, кухонные посиделки. Я думаю, что... у нас есть общее, в этом и похоже. Что заметила я, что еще показалось мне интересным и необычным, это то, что в Латинской Америке мужчины очень сильно дружат с женщинами. Очень сильно. Очень сильно дружат. То есть нет такого, что бы подозревать друг друга в чем-то нехорошем, если мальчик пошел гулять со своей подругой, с девочкой. Это абсолютно нормально у них воспринимается. Компании все смешанные, все дружат, друг у друга могут оставаться на ночь, могут встречаться на ланч мужчины и женщины. И сначала мне казалось это странноватым, но смотря на них уже с годами, я вижу, что действительно там ничего такого нету. Еще один интересный пункт – это отношение к детям. У латинских вообще мужчин и людей. Дети допускаются абсолютно везде, в любую компанию, будь это ночью, утром, неважно. В моей истории были такие ситуации, когда мы приходили на вечеринку к нашим друзьям там, в дом. Это, кстати, касается и Испании тоже, и Аргентины. Это абсолютно нормально взять с собой младенца. То есть это там 2-3 часа ночи, люди пьют много вина, музыка.
И папа с мамой абсолютно равноправно друг друга сменяют где-то в задней комнате, чтобы побыть с этим ребеночком, пока пара отдохнет с друзьями. Это совершенно нормально. Дети в барах, дети на вечеринках дома, дети берутся с собой везде, это не считается каким-то неудобством. Здесь в Америке просто в барах не разрешены дети, просто им заходить нельзя, поэтому я здесь этого так сильно много не наблюдаю, но могу допустить, что да, тоже, наверное, в Перу у них тоже как бы, ну, выбора нет, а они, знаете, у них... веселиться хочется. Да, веселиться хочется, Душа и у них такая. границ нет. Вот это вот, знаете, у нас, ой, мне там уже за 40, Всё, я там уже родила, все, там... Я засяду дома. Все, я уже там бабка, да? У них, то есть у них какой-то вот это вот Ну и ты что? продолжаешь, Жизнь продолжается. да, продолжаешь цвести как-то дольше, то есть они не останавливаются ни на чем, то есть они также любят тусоваться, танцевать, то есть, ой, ну я там слишком уже старая для того, чтобы идти танцевать. Кто тебе сказал, что ты сильно старая? Непонятно. То есть это наши какие-то тоже предрассудки в плане, что мы думаем, что мы уже старые, нам это не подходит. А когда мы представляем себе Новый год, мы себе представляем Новый год где-нибудь такой холодненько, под елочки, где Чтобы много шел снега, снежок, Дед Мороз, все такое, то для латиноамериканского ума Новый год – это вечеринка на пляже. Но на самом деле это очень легко объяснимо, потому что они живут ниже экватора, и у нас зима и лето наоборот. То есть 31 декабря – это рассвет жары, то есть получается, что Новый год, да, у них летом. И они ассоциируются с бассейном, ассоциации с настолько жарой. кардинально другие, что как бы вот такая вроде, ну я не знаю, наверное, неважная как бы черта, но она Такая настолько, забавная. да, настолько мы наоборот мыслим. Также, мне кажется, еще будет второе дополнительное. Если вы на Новый год, знаете, вот это вот наши салаты, селедка под шубой, там все дела, вот эти наши икра. Ну, в общем, наш новогодний стол для латиноамериканца это будет убийственно, ребята. Потому что они настолько... Объясняю почему. Когда мы приехали в Россию, моему мужу везде предлагали икру, селедочку, вы знаете, это с водочкой. Он так шарахался от этого всего, потому что они настолько избалованы морепродуктами свежими, то есть в 5 утра поехать купить свежих морепродуктов только что, которые из океана, это нормально. И наша вот эта вот, как он говорит, вонючая селедка или ваша эта икра, которая пахнет испорченной рыбой. В общем, что хотелось бы сказать, что мужья не очень хорошие, заботливые, щедрые, внимательные. Взаимопонимание, все это ищется, притирается. И хорошие отцы, наверное. Я просто смотрю, как вот мой муж играет с собакой. В нем столько вот нерастраченных чувств, его бы хватило на 10 детей. И это не считается зазорным, кстати говоря, в мужчинах проявлять чувства свои к детям, к животным, к женщине. Это все очень ценно и нам приятно. Ну и вообще, на самом деле, абсолютно неважно, с какой стороны вы встретили свою настоящую, будущую любовь. Мужья наши латиноамериканцы, и это значит, что какие-то у нас совпадения наверняка есть. И они на самом деле делают нашу жизнь, вы знаете, такой с перчинкой. И это привносит постоянно какой-то кураж в Это жизнь. не скучно. И это не скучно, ты не знаешь, что тебя ждет, когда тебе подсунут там селедку под нос или приведет какую-нибудь подругу домой. В общем, перца в нашей жизни однозначно хватает. Будьте готовы к приключениям. Спасибо большое за то, что вы нас смотрели. Оставайтесь с нами и смотри на следующей неделе новое видео о Нью-Йорке или, может быть, о какой-то другой культуре. Пока-пока!